Запланированные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе стали одним из самых противоречивых и напряженных дипломатических процессов последних лет, наглядно продемонстрировав, насколько хрупким остается баланс между диалогом и силовым сценарием на Ближнем Востоке. Изначально консультации должны были пройти в Стамбуле в расширенном формате с участием наблюдателей из числа арабских и мусульманских государств, однако иранская сторона настояла на радикальном пересмотре параметров встречи. Тегеран потребовал переноса переговоров в Оман и их полного переформатирования в двусторонний диалог исключительно с США, без внешних посредников и без расширения повестки за рамки ядерной проблематики. По данным американских источников, именно отказ Ирана придерживаться первоначальных договоренностей вызвал резкое раздражение в Вашингтоне и стал причиной кратковременной паузы, в ходе которой в СМИ появились сообщения о возможной отмене переговоров. Тем не менее, США в итоге согласились на оманский формат, несмотря на то, что ранее настаивали на проведении встречи в Турции. Это решение, как утверждают источники, было принято в том числе под давлением союзников США в регионе, опасающихся неконтролируемой эскалации. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально подтвердил, что переговоры по ядерной программе с Соединенными Штатами состоятся в Маскате около 10 утра в пятницу, поблагодарив Оман за роль посредника и за обеспечение условий для встречи. Иранскую делегацию возглавит сам Аракчи, в то время как американскую сторону будет представлять спецпосланник Белого дома Стив Уиткоф. При этом подчеркивается, что Иран категорически отверг любые попытки расширить повестку переговоров, включая вопросы региональной политики, ракетной программы или поддержки союзных сил на Ближнем Востоке. На фоне дипломатических маневров резко усилилась политическая и военная риторика. Дональд Трамп публично заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаминеи следует быть очень обеспокоенным, вновь повторив тезис о том, что именно жесткие действия США лишили Иран ядерного оружия и тем самым предотвратили масштабную войну в регионе. Эти заявления сопровождались внутренними дискуссиями в американской администрации. По данным Wall Street Journal, часть чиновников рассматривала возможность выхода из переговорного процесса, ссылаясь на агрессивное поведение Ирана и отсутствие, по их мнению, реальной готовности Тегерана к компромиссу. Параллельно с этим Соединенные Штаты продолжают масштабную переброску военных сил на Ближний Восток. Сообщается о более чем сотне вылетов военно-транспортных самолетов С-17, доставляющих боеприпасы, вооружение и элементы систем противовоздушной и противоракетной обороны «Патриот» и «Тхад». Эти меры официально объясняются необходимостью защиты американских баз и союзников, однако в регионе они воспринимаются как элемент давления на Иран и как подготовка к возможному силовому сценарию. Обстановка дополнительно накаляется инцидентами в Персидском заливе. На фоне переговорной неопределенности появляются сообщения о сближении иранских рыболовных судов с американскими боевыми кораблями, что используется обеими сторонами в информационном поле как доказательство враждебных намерений оппонента. Израильские СМИ при этом утверждают, что в случае провала переговоров США и Израиль могут нанести по Ирану чрезвычайно мощные и тяжелые удары, хотя официальных подтверждений этим заявлениям нет. Израиль занимает жесткую и последовательно максималистскую позицию. По информации The Times of Israel, в закрытых контактах с Вашингтоном, Иерусалим настаивает на том, чтобы любое соглашение с Ираном включало полный отказ от обогащения урана, передачу запасов высокообогащенного топлива третьей стране, сворачивание баллистической ракетной программы и прекращение финансирования союзных Ирану сил в регионе. Израильские официальные лица подчеркивают, что сделка без этих пунктов будет рассматриваться как стратегически опасная и неприемлемая. В Тегеране подобные требования воспринимаются как заведомо невыполнимые.
Иранские военные и политические представители заявляют, что страна не стремится к войне, однако предупреждают о готовности к жесткому и асимметричному ответу в случае нападения. Звучат заявления о том, что в случае конфликта он будет носить региональный характер, а последствия окажутся непредсказуемыми. Отдельные иранские генералы прямо указывают, что Израиль может стать одной из первых целей в случае удара США. Внутри Ирана нарастает и внутриполитическое давление на переговорный процесс. Ряд депутатов парламента резко критикуют саму идею диалога с США, напоминая, что в прошлом удары по иранским объектам наносились даже на фоне дипломатических контактов. Эти силы считают, что любые уступки воспринимаются в Вашингтоне как слабость и лишь приближают новый виток конфронтации. Ключевым внешним фактором становится Китай, который, по сообщениям региональных и иранских источников, существенно усиливает оборонные возможности Исламской Республики. Сообщается о передаче Ирану современных трехмерных радиолокационных систем большой дальности, способных обнаруживать и сопровождать воздушные и баллистические цели на расстоянии до сотен километров. Эти системы отличаются высокой мобильностью и могут быстро менять позиции после отражения атак, что значительно усложняет их уничтожение. Кроме того, вторую неделю подряд в Тегеран прибывают иранские грузовые самолеты из Китая с неизвестным военным оборудованием. Хотя официальных подтверждений номенклатуры поставок нет, аналитики отмечают, что китайская поддержка способна существенно изменить баланс сил, повысив устойчивость иранской системы ПВО и сделав любые военные сценарии для США и их союзников более рискованными и затратными. Параллельно разворачиваются и дипломатические альтернативы. Россия предложила посреднический механизм, предполагающий ограниченное обогащение урана в Иране для гражданских целей под международным контролем при участии Росатома с сохранением формального суверенного права Тегерана. В процесс также вовлечены Турция и Катар. Однако внутри Ирана эта инициатива вызывает заметный скепсис из-за отсутствия симметричных обязательств со стороны США и Израиля и опасений, что предложение может обслуживать интересы третьих сторон. Лидеры ряда ближневосточных стран, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, обращались к Вашингтону с просьбой не сворачивать переговоры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что внешнее вмешательство в дела Ирана создает серьезные риски для безопасности всего региона и что единственным рациональным путем остается дипломатия. Тем не менее, в США открыто признают, что скептицизм в отношении перспектив сделки сохраняется, а военный вариант рассматривается как крайний, но возможный сценарий. Таким образом, переговоры в Маскате пройдут на фоне беспрецедентного сочетания дипломатического давления, военных приготовлений и активного участия внешних игроков, прежде всего Китая и России. Даже если сама встреча состоится и будет представлена как шаг к диалогу, она вряд ли приведет к быстрому прорыву. В то же время ее провал может стать точкой невозврата, после которой регион окажется на грани масштабного конфликта с последствиями далеко за пределами Ближнего Востока. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и региона Ближнего Востока.